Креветки – это любимое лакомство гурманов. Эти морепродукты особенно обожают жители средиземноморских стран. Их долголетие, позитивный настрой и прекрасный внешний вид – это лучшая реклама полезных свойств креветок. Креветки – отличный диетический продукт, в 100 граммах которого содержится 97 калорий. Из-за высокого содержания белков и невысокой жирности они хорошо утоляют голод, не добавляя при этом лишних килограммов в фигуре. Всего в мире более 2000 видов креветок, и все они съедобны. Однако только 35 видов можно считать промысловыми. Креветки делятся на два типа – тепловодные и холодноводные. Все холодноводные креветки успешно добывает наша страна. Тепловодные – импорт. Вкус, размер креветок зависит от среды обитания и температуры воды. По вкусовым качествам тепловодные проигрывают. Из-за холодной воды вкус морепродуктов ярче, сочнее, интереснее. Давайте разберемся в процессе добычи креветок подробнее. Для ловли креветок используется конусообразная сеть. Ее раскрытие поддерживается большими металлическими пластинами, так именуемыми траловыми досками, а поддерживается поплавками. Сеть оснащается решетками для препятствования попадания крупной рыбы. После нескольких часов ловли приходит время выгрузить трал. Выловленные креветки сразу же сортируют и укладывают в ящики со льдом в грузовом отсеке. Важно сохранить креветку свежей, после чего отправляются на берег и там проходят варку и заморозку. В европейском регионе особенно развита ловля креветок в Средиземном, Черном и Азовском морях, хотя эта ветвь морских ракообразных успешно обжила обширные акватории всех океанов. В торговых, специализированных на продаже рыбы точках часто встречаются тихоокеанские и атлантические виды креветок. При промышленном рыболовстве нет принципиальной разницы в месте и регионе ловли. Отличается лишь сумма вложений и производительность оборудования, а также величина плавательного средства. Для поиска креветок капитан использует эхолоты, эхолокатор, сонар. В корме расположены траловые доски, каждая из которых весит около 7 тонн. Они держат сети в раскрытом состоянии как гигантский ветроуказатель, чтобы креветки могли беспрепятственно попадать в сети. Мощные плиты, связанные между собой 8-тонным грузилом, при помощи водного течения растягивают сеть на 70 метров от каждого борта. Траловые доски крепятся к ленточному тросу мощными болтами. Обрыв его чревато потерей сети с уловом. Рыболовецкие сети выбрасываются на малой скорости судна 2 узла. К нему прикрепляются специальные датчики, которые дают информацию о том, как много креветок попало в сеть. Когда сети опускаются почти на дно, траулер набирает скорость до 5 узлов. В верхнем краю сети установлен эхолот, упрощающий введение ее по океанскому дну. В основной части сети находятся датчики, которые определяют ее натяжение, растущее по мере заполнения. Траление занимает до 5 часов, после заполнения начинается самая опасная работа. Подъем сетей. 5-метровые волны обрушиваются прямо на палубу и создают скользкую поверхность. Сначала поднимают центральные доски и грузила, после чего капитан включает мощные лебедки, которые одновременно поднимают сети на борт.
После того, как сети поднимаются, рабочие открывают их, и несколько тонн креветок сразу попадают в промежуточный резервуар с морской водой. Чтобы сохранить их свежесть, конвейерные ленты протаскивают креветки через сортировочный аппарат, они проскакивают сквозь него. Любая попавшаяся рыба отсеивается и выбрасывается за борт. Затем рабочие вручную убирают все камни и другие инородные предметы. Длина конвейера составляет 1,5 километра. Имеет пропускную способность 80 тонн в день. Улов сортируется по размеру. Мелкие креветки проваливаются в узкие отверстия наверху. Большие креветки обычно проскальзывают через большие отверстия в конце сортировщика. Еще сырые они попадают на взвешивание и упаковку. Коробки пропечатываются, маркируются и наглухо заклеиваются. После чего их помещают в морозильную камеру на 3 часа, чтобы температура креветок достигла минус 18 градусов. Мелкие креветки, называемые промышленными, упаковывают в мешки и используют для приготовления полуфабрикатов. Также на траулере производят готовые креветки. Они попадают с конвейера в опрокидывающийся резервуар. После заполнения он автоматически переворачивается, и морепродукты попадают в чан с кипятком. Здесь креветки варятся 5 минут перед заморозкой и упаковкой. После прибытия в порт траулер разгружают, а выловленный товар попадает на рынки по всему миру.